I feel like I'm losing my mind. В мире, полном маленьких знаков и неожиданных моментов, порой самые простые вещи таят в себе глубокий смысл. Недавно фанаты были удивлены деталью, которая почти не осталась незамеченной, кольцами Тэхёна и Чингука. На первый взгляд они казались обычными, но когда их фотографии сопоставили, обнаружилось нечто удивительное – дизайн колец был идентичным. Два маленьких металлических кольца, но их было достаточно, чтобы заставить весь фандом задуматься, было ли это просто совпадением или за ними скрывалась нерассказанная история. Поклонники быстро обнаружили, что кольца, которые они носили, принадлежат одному ювелирному бренду Clan Beni Jewelry с названием Spirit Keeper Ring. Само название, похоже, имеет символическое значение «хранитель души». Это поэтичный термин, словно символизирующий связь, которую не всегда можно выразить словами. Более того, кольца известны своим дизайном, который непрерывно обвивает палец, символ вечности, верности и неразрывной связи. Многие утверждают, что это сходство – просто совпадение, результат схожих модных предпочтений. Но для других такие моменты – не просто мода, а маленькие сигналы, говорящие безмолвно. Ведь Тэхён и Чингук – необычная пара. Каждое их движение, каждый выбор аксессуаров, даже взгляд часто становится загадкой, пробуждая любопытство и тепло в сердцах поклонников. Еще интереснее то, что два кольца были замечены в разные моменты. Тэхён с его элегантным и загадочным стилем, в то время как Чингук казался расслабленным, но при этом излучал тоже очарование. Два противоположных мира, и все же каким-то образом они чувствовали себя едиными благодаря этой маленькой детали. Так же, как эти двое часто показывают друг другу дополняющие друг друга стороны, не говоря ни слова. Теперь кольцо стало маленьким символом, несущим большой вопрос. Это просто дань моде или знак дружбы, которая глубже, чем кажется на первый взгляд? Каким бы ни был ответ, одно несомненно, за блеском металла скрывается история, известная только им двоим. История, которую, возможно, никогда не выразить словами, но может прочувствовать каждый, кто ее увидит. Головокружение. Но еще интереснее момент появления колец. Двое были замечены в них примерно в одно и то же время. Как будто невольно приоткрывая завесу тайны своей редкой личной жизни. Для кого-то это было просто украшение. Но для тех, кто следил за жизнью Тэхёна и Чингука все эти годы, каждая деталь казалась кусочком пазла, несущим скрытый смысл. Поклонники начали сравнивать фотографии, отмечая каждый жест руки. И замечали, какое тепло исходит от того, как они носят кольца. Не было ни официального заявления, ни разъяснений. Но молчание придавало всему еще больше смысла. Иногда молчание – самый честный язык. И, возможно, это был их способ поговорить с миром, не произнося ни слова. В социальных сетях начали появляться различные теории. Некоторые называли это символом взаимной поддержки среди плотного графика. Другие видели в этом знак невидимой духовной связи. Как бы это ни трактовалось, одно оставалось неизменным. Кольца создавали мост между двумя душами, срастающимися в напряженном мире. И каждый раз, когда они появляются на публике, эта сверкающая тень словно напоминает им о том, что им что-то дорого. В беспощадной индустрии развлечений, где каждая улыбка может иметь множество значений, они предпочитают хранить часть себя в тайне. Это кольцо, возможно, одна из немногих вещей, которая действительно принадлежит им. Без ярлыков, без излишних толкований. Просто напоминание о том, кто они и кто шел рядом с ними. Маленький символ, связывающий воедино их прошлое, их дружбу и глубокое взаимопонимание. И, возможно, в конечном счете, дело не в самом кольце. Важно не то, кто первым надел его, и не то, что оно значит для публики. Это история о том, как два человека взрослеют вместе. Понимают мир по-своему. Но остаются связанными чем-то простым, искренним и вечным. История, которую можно только почувствовать, но не объяснить. Время идет, но образы продолжают мелькать в лентах поклонников. Как воспоминания, которые не стираются из памяти.
каждый раз, когда смотришь на фотографии. Возникает чувство тепла, которое трудно описать, некая близость, не требующая подтверждения. Возможно, дело не в том, чтобы что-то доказывать, а в том, чтобы ценить красоту двух фигур, идущих рядом в тишине. За камерой они остаются людьми с такими же хрупкими сердцами, как и наши. Они смеются, борются и иногда поддерживают друг друга, когда мир кажется непреодолимым. И когда на их палец надевают маленькое кольцо. Это напоминание о том, что даже среди славы есть место для личных, простых вещей, которые, возможно, по-настоящему понимают только они двое. Некоторые фанаты могут увидеть в этом символ любви. Другие – доказательства невысказанной связи. Но за всеми домыслами кроется важный урок. Настоящие отношения не нуждаются в громком объявлении. Они расцветают в тишине. И сияют ярче всего, когда не пытаются быть на виду. У каждого поколения ARMY свои уникальные воспоминания о Тэхёне и Чингуке. Кто-то помнит их смех на сцене. Другие дорожат такими маленькими моментами одной и той же парой колец. Именно эти простые вещи делают их историю настоящей. Потому что любовь, дружба и искренняя связь всегда живут в самой тихой тишине. И теперь, каждый раз, когда фанаты видят блеск этого кольца, они видят не просто украшение, но и долгий путь двух душ, срастающихся со временем. Дело уже не в том, кем они являются в глазах мира, а в том, что их объединяет в тишине. Маленький, но вечный символ истории, которая навсегда останется в памяти. Время идет, мир меняется, и они растут. Но одно остается неизменным – тишина, которая всегда объединяет их. Не в словах, а в их взглядах, легких улыбках и символах, которые они выбирают. Каждый шаг на сцене, каждая песня, которую они исполняют, кажется, несет в себе частицу одного и того же смысла – честность в единении. И это кольцо – безмолвный свидетель всех воспоминаний, которые так и не были высказаны. Пока многие заняты поиском ответов, они предпочитают сохранять спокойствие в неизвестности. Потому что не все нужно объяснять, чтобы понять. Иногда именно тайна делает что-то ценным. И, возможно, именно поэтому история Тэхёна и Чингука живет вечно. Потому что есть часть их самих, которая остается тайной даже для всего мира. Каждый раз, когда они выступают вместе, мир словно замирает на мгновение. Есть что-то особенное в том, как они смотрят друг на друга. Что-то, что выходит за рамки сцены, света софитов и аплодисментов. Это не просто взаимодействие, а форма доверия, которая растет со временем и пониманием. И среди суеты жизни мировых айдолов, это доверие стало для них тем домом, куда они вернулись. Сейчас это кольцо, возможно, не часто увидишь. Но его значение живет в сердцах поклонников, которые с любовью наблюдают за ними. Потому что этот маленький предмет стал символом путешествия, о том, как два человека могут поддерживать друг друга, не будучи всегда рядом. О том, что истинное единение не всегда требует присутствия, а просто веры в то, что друг друга нет, даже в тишине. И пока мир продолжает гадать о смысле каждого мгновения. Возможно, самый прекрасный ответ таков. Тэхён и Чингук не пытаются быть понятыми. Они просто живут своей жизнью, честной, искренней и настоящей. Кольцо было лишь маленьким символом чего-то гораздо большего. Истории без конца, которая будет жить в сердцах всех, кто верит. И по мере того, как экран медленно гаснет, мы вспоминаем, что не всем историям нужен определенный финал. Некоторые истории просто нужно прочувствовать, тихо, тепло и вечно в сердце. Так было и с их историей, сформировавшейся не словами «да» или «нет», а подлинным, крепнущим чувством. Связь, которую, возможно, могут постичь только они вдвоем и время. Так что, если однажды вы снова взглянете на эти фотографии, то самое кольцо, искреннюю улыбку или тот маленький, почти упущенный момент. Помните, что у каждой детали своя история.
Речь не о достоверности, а о красоте необъяснимого. Потому что иногда любви, дружбе и истинному смыслу не нужны слова, чтобы жить. Им нужны лишь два сердца, которые помнят друг друга, пусть даже и молча. Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have